Здравствуйте, друзья! Напишем с вами такой небольшой этюд. Размеры у нас очень маленькие, 14 на 14 сантиметров. Начнем сразу с наброска. Проведем линию горизонта. Дальше продолжим делать линию дальнего плана. В данном случае это горы наши будут. Передний план, кусты, трава. Далее набросаем облака. Опустимся ниже. Схематично сделаем очертания наших деревьев. Делаем это свободно, не боимся переборщить. Идет процесс поиска. Начинаем наносить первую краску. В данном случае это у нас ультрамарин светлый. Добавляем разбавителя, чтобы у нас подмалевочек был акварельный. И, соответственно, быстро высыхал. Используем белила для уплотнения цвета, чтобы краска была более покрывистая и холст не просвещался. Продолжаем покрывать. Стараемся делать это равномерно. Уплотняем цвет, делаем его темнее, гуще. Переходим на облако. Покрываем теневую часть. Используем краплак, либо карминовую, смешивая его с ультрамарином. И получаем сиреневый оттенок. Далее переходим выше. Берем краску желто-палевую. Так как у нас этюд вечерний, белил используем минимально. В данном случае она выступает вместо белил. Самая светлая краска. Покрываем участок нашего облака. Краска покрывистая. Хорошо перекрывает. По всему периметру закладываем верхнюю часть. К краям подходим аккуратно. Не боимся зайти за границу. Дальше уплотняем. И начинаем смешивать цвета пальцем. Это очень удобно, потому как плотность пальца позволяет втереть в холст и сделать такую некую размытость. Кисточкой это будет сложнее сделать. Переходим наверх. Создаем облако. Оно у нас в углу, находится в тени. В тени от соседнего облака. И поэтому тон у нас будет темный, теплый. Добавляем оранжевый цвет. Можем внести в соседнее облачко также. Световую часть желто-палевой и немножко растягиваем, создавая легкий градиентик.
Добавляем охру в теневую часть облака. Мягко ее внедряем в хвост, смешивая с прошлым цветом. Должна присутствовать некая легкость в мазках. Не забываем, что у нас облако это пар, и поэтому должно быть воздушным. Контуры смазанные. Другой участок покрываем. Начинаем первое отделение частей облака. Насыщаем цветом. Снова ультрамарин берем. Снова краплак. Сиреневый оттенок создаем прямо на холсте. Пальцем снова разносим наши массы, создавая некие пятна, которые дадут объем нашему облаку. Опускаемся ниже, заполняем передний план, делаем подмалевок нашего поля. Также можно делать это акварельно, чтобы слой быстро высох за счет разбавителя. Поднимаемся выше и делаем очертания дальнего плана, неких гор. Линия плавная, импульс небольшой. Переходим на правую сторону. Начинаем закладывать наш лес или посадку из деревьев. Добавляем уже к оранжевому умбру жженую, чтобы у нас появился такой коричневый оттенок. Линия асимметричная крон деревьев. Можем взять кисть поменьше, круглую, и поправить контур гор. Можно добавить бирюзовую на край горы, чтобы появилась освещенность и объем. Немного лампа отсвечивает, делая блики на краске. Но думаю, мы это переживем. Продолжаем добавлять массив наших гор, выравнивать, делать их плотнее по цвету. Центральный участок сухую можем пока оставить, и в дальнейшем мы его перекроем. Сейчас переходим на передний план, закладываем траву. Цвет у нас темно-зеленый. Можно взять травяную и с умброй смешать. Также можно мохру брать. Делаем хаотичные мазки. Вертикальные в основном. Чтобы у нас края травы появились. Также полная симметрия. Должен чувствоваться ритм верхних краев. Можем подняться выше,
заложить темноту в наш лесок. Возвращаемся снова наверх и уплотняем наше небо. Больше берем ультрамарина, больше белил, чтобы холст наш покрылся и не было просвета. Уплотняем все больше и больше за счет повторных мазков. Берем турецкую зеленую, либо бирюзу с белилами смешиваем и делаем растяжку от верхнего края наших облаков, поднимаясь выше. Чтобы появилось некое свечение. Насыщаем внизу и, поднимаясь вверх, растягиваем, смешивая с ультрамарином. Продолжаем насыщать и выравнивать. Все больше мазков, делая наше небо однородным. Еще добавляем. Не боимся переборщить. Если что, исправим. Мягко и равномерно. Теперь насыщаем ультрамарином верхнюю часть, чтобы усилить наш градиент. Возвращаемся к нашим облачкам, закладываем теневую часть, снова ультрамарин с кармином, либо краплаком, смешивая, чтобы получить сиреневый. Добавляем охры, чтобы наши цвета не были слишком насыщенными и яркими относительно теневой части. Добавляем желто-палевую на освещенный участок. Немножко оранжевого. И плавно все смешиваем. Еще чуть-чуть больше света. Немножко искажаем форму, добавляя живости нашему объекту. Какие-то отдаленные кусочки облака, пара
рядом. Делаем это не спеша, аккуратно, чтобы не переборщить в размере. Переходим на левое облако. Начинаем добавлять массы и теневого цвета, также формы. Чередуем цвета, темный, светлый тон. Стараемся это все гармонично смешать, чтобы не было у нас четких границ в цветах. Чередуем оранжевый, охру, ультрамарин, краплак, желтопалевую и создаем форму. Следим за светотенью. Легкие вкрапления делаем, чтобы это облачко стало более объемным. Не забываем за пальцы. Создаем маленькие облачка. Заполняем наше пространство небесное. Создаем разные формы облаков. Теперь возвращаемся к нашему основному облаку и насыщаем теневую часть. Уже переходим к построению формы, более детальной. Смешиваем очень мягко, не оставляя четких очертаний. Усложняем форму. Делаем какие-то маленькие участки облака. Чередуем разность форм, цвета, размера. Работаем по нижнему периметру, по всему. Смотрим на рисунок цельно, добавляя цвета в разные места, корректируя форму. С палитрой чувствуем себя более раскрепощенно, не боимся перецветнить, добавить лишние колера. Придерживаемся размытия. Продолжаем дальше насыщать теневую часть.
Делаем маленькие растяжки. Движения у нас круговые. Создаем клубы пара. Разной формы, размера, расположения. Смело используем нашу палитру для облака, все цвета ее, экспериментируем. Добавляем освещенную часть понемножку. Возвращаем теневую часть наверх. Немного деформируем края. Чтобы у нас узор усилился. Насыщаем желтопалевой с белилами освещенную часть, куда попадают лучи солнца без препятствий. Делаем многоэтажность освещенных участков и используем его в качестве тени. Переходим дальше на освещенный участок. Верхний край у нас самый густой по краске. И постепенно его растягиваем. Освещаем левый участок, добавляя немножко оранжевого, делая цвет теплее. Добавляем тени на верхнюю часть облака, делая ее теплой. Используем охру, краплак, оранжевый. Берем лайнер, тоненькую кисточку, и белилами желтопалевой делаем акценты на верхних частях наших клубов. Следим за ритмом. Добавляем больше цвета. Немножко размываем, усиливаем эффект пара, ветра. Снова насыщаем края и усиливаем форму.
переходим на теневую часть. Также освещаем края. Не забываем, чем глубже мы опускаемся в тень, тем края становятся слабее по тону. Добавляем маленьких персонажей. Насыщаем наш сюжет. Создаем новые мелкие клубы пара. Следим за ритмом, за их количеством. Сейчас я делаю освещенный участок внизу. Это может быть как рефлекс от соседнего яркого облака. Ну, в данном случае, думаю, здесь просто свет попал в то место и подсвечивает нижнюю часть облака. Ну, в данном случае того участка. Смотрится это очень прозрачно, объемно. И люблю использовать такие эффектики, так сказать. Здесь я краску с палитры не беру. Использую оставшуюся в орсе кисти. И как раз делаю освещенные края в теневых участках. Как раз за это я говорил, что в тени тон у нас будет слабее. И в данном случае краска нам не требуется. Снова беру турецкую зеленую и заново насыщаю наше небо в нижней части. Растягиваем градиент. Перехожу снова к нашему маленькому облачку, размываю его, делая более парообразным. Наношу светлую краску. И снова насыщаю тень, усложняю форму. Добавляю соседние теневые облака. Форма немножко другая, растянутая. Добавляю света. Перемещаюсь по всему небу, смотря на рисунок цельный. Насыщаю содержанием наше небо. Маленькие облачка разные как по форме, тону, цвету. Добавляю содержание нашему главному герою, усложняю форму,
Продолжаю делать его более интересным. Соседнее облачко. Перехожу на второй план. Усиливаю форму наших гор. Цвет делаю плотнее. Добавляю бирюзы на край горы. Делаю ее более освещенной и объемной. Чтобы край не был лохматым, берем немножко разбавителя, чтобы ворса шла плавно и свободно. Усложняю и делаю плотный цвет нашему лесу. Мазочки вертикальные, словно выращиваем деревья. Цвет темно-зеленый. Закладываем его по разным участкам, отделяя световые деревья. Добавляем теперь яркие цвета, светлые, где листва уже пожелтела, куда попадает цвет. Облака перекрывают наш лес неравномерно, поэтому некоторые участки будут у нас освещенные, а другие в тени. Центральное дерево делаем более выразительным. Играем на контрасте. Для этого у нас позволяют края затемненные. Также делаем второй ярус листвы, подобно работе с облаком, чтобы у нас дерево стало объемным. Перемещаемся по всему периметру нашей лесополосы. Усиливаем крону. Отделяем освещенную листву. Листву кладем под небольшим углом, имитируя небольшой ветер. Дальние деревья также с тенью и светом. Навожу ствол, так как дерево ближе всего к нам и она более выразительная. Ствол делаю аккуратно,
слишком толстым. Кладу освещенный ствол. Также ствол освещенный в темный участок, но тон очень слабый по яркости. Приближаясь к переднему плану, закладываю наше поле. Краска не густая. Использую охру, оранжевый. Все это пока акварельно. Постепенно насыщаю плотность цвета. Полная асимметрия мазочков. Ритм должен чувствоваться травы. Она должна быть разная по форме, по плотности. Где-то размываю, где-то не трогаю. Усиливаю край поля, делаю более освещенным. Использую желто-зеленую, как и в дереве также, и желтопалевую. Густо кладу по краю поля, чтобы разграничить наш лес. Делаю это не по всей линии, а отдельным участком. В данном случае справа у нас будет более тускло, а слева поярче. Имитируя следствие облаков, которые перекрывают частично поле. Немножко света на передний план, создавая многоярусность травы. Еще больше и гуще и контрастнее разделяю лес от поля. Мелкие кустики поднимаю, чтобы на нас не было стриженным. Насыщаю передний план. Краску делаю уже и кладу погуще. Охра, темно-зеленый, умбра жженая, оранжевый. Передаем атмосферу осени. Скажем так, начало октября. Закладываем такой кистью массы. Берем снова лайнер и добавляем уже детали. Такая тонкая кисточка позволяет это делать. Отделять травинки, листики. Делаем их преимущественно вверх, но немного изменяем направление. Также светлая часть травы. Освещенные кустики.
Теперь я делаю акценты густой краской, чтобы она не смешивалась. Усложняю форму. Перемещаюсь по всему периметру леса, поправляю кроны деревьев по форме, цвету. Повышаю контраст и потихоньку финиширую. Вот такой у нас вечерний этюд вышел. Пишите маслом смело, творите и до новых уроков.